Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу показать вам пересадку вот этой красоточки хоечки. Это Хоя карноза триколор. У нее прекрасные розовые листики. Вот сейчас поточнее камера передает свет. Я купила по Авито свои хоечки. Я показывала вам распаковку. Вот это была самая крупная. Ее уже необходимо пересадить, так как в горшочке мало земли. Я хочу в горшочек покрасивее пересадить. Для пересадки нам потребуется. Я купила такой подносик, чтобы не мусорить на столе, а чтобы весь мусор был на подносе. Сейчас я его распакую. Далее я приобрела специальные горшочки. Красивенькие. Я уже давно на них засматривалась в магазине Fix Price. Сейчас покажу вам. Вот такие красивые плетеные горшочки я купила. Если не ошибаюсь, цена была 299 рублей. Можно подвесить куда-нибудь. Здесь такие искусственные растения в горшочках. А я хочу настоящие цветы посадить. Вот хочу хоечки свои посадить. Я купила как раз для всех своих хой. Хоть некоторые еще маленькие, но они подрастут, и я их тоже посажу в такие плетеные кашпо на подвесах. Сейчас я вытащу вот эти зеленые искусственные растения и покажу вам, что получилось. Вот я вытащила. Там был пенопласт. И внутри такой пакетик. Можно, конечно, прям так посадить и не париться. Но я придумала кое-что. Сейчас вам покажу. У меня есть такие баночки, которые я хочу поставить в это кашпо пластиковые. И посадить сюда хою. Правая баночка — это бутылка из-под молока. Вот я ее обрезала. Давайте посмотрим, что лучше подойдет. Давайте примерим эту баночку. Это из-под сухариков. В пятерочке в таких баночках продаются. Так. Вот, тоже можно. Можно обрезать лишнее, то, что торчит. Чтобы совсем красоту создать. И сейчас попробуем вторую баночку. Кстати, очень удобно доставать. И вот из-под молока. Ой, потяжелее засовывается. Так. Все-таки, чтобы легче было ухаживать, чтобы можно было достать горшочек с цветком из кашпо, я решила использовать этот стаканчик. Для посадки мне потребуется керамзит и кокосовый брикет. Его я, кстати, тоже покупала в магазине Fix Price. Сейчас я кусочек отломлю и покажу вам, что буду с ним делать. Я отломила небольшое количество от кокосового брикета, и мне нужно все это смочить водой. Хорошенько увлажняем. И теперь нам понадобится ложечка, чтобы размельчать эти кусочки.
Еще опрыскиваем. Воды нужно много. И количество торфа увеличится в разы. Вот что у меня получилось. Посмотрите, как много получилось. Набух. Кокосовый брикет. Еще некоторые кусочки не совсем. Так. Далее берем наш стаканчик и сыпем на дно керамзит. Так как это закрытая система, я хочу побольше керамзита насыпать, чтобы вся лишняя вода стекала на дно. А далее самое интересное, ведь мы еще не достали нашу хвойку из горшочка. Ну, корней-то у нас не так уж и много. Но есть корешочки. Так, я немножко прибралась. Берем наш горшочек. Насыпаем на дно немножечко приготовленной нашей смеси. Для хвойки, у которой немного корней, не нужно ее сажать в большой горшочек. Там она очень долго будет наращивать свои корни. Нужно подходящий по размеру горшок, так хвои лучше растут. Так, теперь берем нашу хвою. Я ее не потрошила, прям с этим же комом ставлю в горшочек. Так, вот, ставим. И далее засыпаем во все пустоты. Сильно не утрамбовываем. Наша посадка должна быть воздушной. Поворачиваем. Для этого я и использую такой грунт воздушный. Хвои любят такой грунт. Даже если вы в землю сажаете, старайтесь найти воздушную землю. Так. И чтобы наша хвойка держалась, немножечко придавим. Так, сейчас я чем-нибудь зафиксирую. У меня есть такая проволочка. Сейчас я ее обрежу нужного мне размера и сделаю в виде скрепки.
складываем ее пополам. И у нас получилась скрепка. Так, и мы зафиксируем нашу хою. Ставим ее ровно. И корешочки фиксируем, чтобы она у нас не вываливалась. Из грунта. То же самое я хочу сделать с другой стороны. Вот уже лучше стоит. Досыплю еще немножко грунта. Так, теперь я хочу полить хойку. Хоть грунт влажный, но все равно я полью немножко теплой водичкой. И теперь ставим нашу красавицу пересаженную в кашпо, которое мы для нее приготовили. Со временем хоя будет расти, и наш стаканчик совершенно не будет виден. Зато будет очень удобно доставать хойку из этого кашпо для всяких процедур, например, купания под душем. Вот какая красота у нас получилась. Как вам? На заднем плане у нас еще одна хойка, которая ждет своего часа для пересадки. Ну как вам? Красиво? Пишите свои комментарии. Как вы пересаживаете свои хойки? Во что? Ну все, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Всего вам самого доброго, здоровья, счастья, мирного неба. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео.